Друзья, Kinetic Sprinter приехал к нам на обзор. Это Wi-Fi 6. По сути, это преемник спидстера, знаете, такой на одну ступенечку повыше. И насколько он нам будет интересен, мы узнаем, конечно же, в этом обзоре. Насколько его стоит покупать. Конечно же, здесь есть Mesh, есть AX1800 стандарт скорости. И, конечно же, сам по себе стандарт 802.11ax. Ну, конечно же, с обзором на канале Технозон. Поехали. В данном роутере стоит процессор EN7561DU на 900 МГц. Это MIPS процессор. Здесь у нас 128 мегабайт флеш памяти, 256 мегабайт DDR3. Как они вот на коробке даже пишут, интересно, смотрите, то есть все так задекларировали. Беспроводная сеть Wi-Fi 1200 мегабит в диапазоне 5 ГГц и 574 мегабита в диапазоне 2,4. Есть WPA3 шифрование 2 на 2 MU-MIMO, само собой он оснащен OFDMA, бимформинг и всеми плюшками, которые присущи Wi-Fi 6 роутерам. Я вам скажу, он имеет достаточно стандартную гигабитную производительность, как и другие роутеры Kinetic. Это я могу сказать заранее, потому что то, что я видел по тестам этого роутера, конечно же, мы сейчас будем тестировать сами, его производительность примерно как у Hopper 3810. Давайте его вскроем и посмотрим, что у нас в комплекте в этом роутере. Все достаточно стандартно. Похож очень сильно на Гигу. Ой, не на Гигу, на Гигу похож. Такое что-то, нечто среднее между спидстером и Гигой. На самом деле достаточно стандартно все. У нас нет здесь USB портов, что для меня в принципе не является каким-то сюрпризом, учитывая его цену. В принципе, цену вы можете узнать по ссылкам на проверенных продавцов в описании под видео. Но что у нас есть на самом роутере? Есть 4 порта. 3 порта LAN гигабитных, 1 порт WAN гигабитный. Есть у нас кнопочка Reset, есть у нас разъем питания и есть переключатель, пожалуйста, вот он. Быстрый переключатель между Mesh узлом и, в принципе, самим по себе роутером. Есть у нас вот такие вот антенны. Это печатные 5-dBi-ные антенны. В принципе, тоже достаточно стандартные для кинетиков, но в данном случае они не такие хлипкие, как, например, в той же Гиге. Это то, что я заметил. Спереди есть световая панель и есть кнопка быстрого доступа, которую можно, откровенно говоря, переназначать. Что у нас есть еще? Патчкорд, есть блок питания. Блок питания тоже для кинетиков достаточно стандартный, на 12 Вт. Конечно же, я считаю, что это конкретно для домашнего использования. Это не бизнес-роутер. И одно то, что вот у него двухъядерный процессор, говорит о том, что не стоит рассчитывать на мега-производительность в enterprise масштабах. Да? То есть это домашнее решение. Насколько он производителен, мы сейчас уже переходим с вами на тестовый стол. И после этого сделаем обязательно выводы. Потому что вот спидстер это был прикол. То есть его можно использовать и как, в принципе, Mesh станцию главную, и как отдельный роутер, и как Mesh точку доступа. То есть этот роутер имеет такой налет универсальности. Ну что, переходим, попробуем, потестируем и на дальность в том числе, и уже там сделаем в студии на хрома выводы. Традиционно начнем со спид-теста для данного роутера Kinetic Sprinter. Ничего здесь экстраординарного я ожидать не могу, потому что все-таки это не Гига, это не Ультра, и даже то, что здесь есть AX модуль, это не говорит о том, что здесь будет там производительность какая-то заоблачная. Нет, это будет стандартная производительность Wi-Fi для, допустим, Kinetic Sprinter. Ну вот смотрите, у нас сейчас показывает 600
600, 700. Ну, вот я думаю, что мы, конечно, выжмем по максимуму через Magic iPerf, ну, через iPerf 3 в данном случае, и посмотрим на то, что он покажет. Но это 5 ГГц Wi-Fi на текущий момент. Тестируем на Wi-Fi модуле AX210 NGV, то есть это Wi-Fi 6E модуль вообще, то есть должно быть все по красоте. Но пока что имеем 658 на 362. Давайте мы попробуем 5 ГГц конкретно в iPerf. Стартанем iPerf на Францию. Так, попробуем другой порт. Поехали. Специально, так как этот AX модуль, да, и заявляется, что там прям хорошо. И мы получаем все те же самые 630 в пике на Wi-Fi 683, 700, ну, короче, 700 мегабит. То есть, ну, имеем, что имеем. Никто не говорил, что здесь будет, хотя здесь чистый гигабит на него сейчас подается. Вот что самое интересное. Он сейчас подключен вообще к свитчу, который у нас дает, ну, на который приходит 10 гигабит, и мод дается чистый гигабит на текущий момент. Ну что ж, попробуем сейчас LAN RJ45 подключить, имеется в виду, посмотреть, как отрабатывает у него LAN-порты. Ну, пока что так. Максимально, что мы на нем регистрировали, это 700 мегабит. Подключен LAN, хорошо. И перестартуем тот же самый тест и посмотрим, возможно, у нас просто-напросто сервер, который принимает не ахти как хорошо работает. Да нет. Смотрите, LAN у нас отрабатывает 909-912 мегабит, поэтому вот и LAN, и WAN у нас имеют чистый гигабит. То есть мы здесь как бы претензий не имеем. Можем перестартануть это все дело в спид-тесте, посмотреть. Поэтому по LAN мы сейчас еще проверим при подключении смартфона к виртуальному серверу, посмотрим максимально возможную пропускную способность. Ну, нам, в принципе, спид-тест и подтверждает точно такие же результаты. Сразу тестирую максимальную пропускную способность с помощью моего смартфона. Так, мы на нашем смартфоне. Для начала спид-тест. Однозначно. И, конечно же, подключение к Kinetic 5G. Подключено. Чтобы не испортить нам, скажем так, статистику, будем использовать те же самые сервера. На смартфоне мы получаем примерно те же самые цифры. Ну, блин. Вот, честно говоря, спид-тест меня разочаровал. Ну, 700 максимально, что мы регистрировали 5 ГГц. 5 ГГц, 700 максимально, ну да ладно, имеем, что имеем. Сейчас проверим внутри сети, и будет все понятно. Стартанем обыкновенный iPerf 3 сервер. И вобьем адресок сервера, который мы запустили. 168.1.129. Стартуем. Получаем предельную скорость 525 мегабит. Сейчас опустим потоки. Он с потоками столько не справляется. 607, 560. Ну, это средний результат. То есть ожидать от него каких-то результатов запредельных я не стал. Как я уже говорил, это преемник спидстера и всего лишь оснащенный какими-то модулями. Но я очень сильно вот... Я не разочарован, я вам скажу. Я не разочарован. Для дома, для Wi-Fi Mesh системы, может быть, и будет отлично. Давайте мы попробуем сразу протестировать дальность этого всего действия. Мы на один поток и поставим где-то 10 тысяч таймов. И я сейчас ухожу и посмотрим на отдаление, насколько это будет нормально работать. Значит так, я сейчас прохожу одну стену от роутера. Мы сейчас в один поток работаем, проходим в одну стену. Идем за вторую стену, мы открыли с металлической дверью. Вышли в коридор и идем до конца коридора. Так, у нас были нулевочки, сейчас посмотрим. Так, стабилизировалось 188. Вот вы знаете, что самое интересное? В покрытии он просто шикарен. Я возвращаюсь, и я еще иду. То есть вы можете себе представить, какое расстояние он от
откровенно говоря, покрыл. То есть вот это все время я иду. Это больше 30 метров на нашей дистанции. Сейчас я вернусь на место. Но вы знаете, несмотря на средние результаты по скорости 5 ГГц сети, покрытие у него просто ошеломительное. В один поток он выдает 300 мегабит в среднем. И при этом падение, то есть когда я шел, телефон передо мной, за мной открывались-закрывались двери, это нормально. Когда я закрываю, то есть отхожу уже очень далеко, останавливаюсь, стабилизируется коннект и 180 мегабит. Падение даже меньше, чем в 2 раза. Это отличный показатель по покрытию, он хорошо справляется в 5 ГГц. Сразу же я предлагаю оттестировать 2,4 ГГц, чтобы мы уже закрыли тему тестов. Очень жаль, что нет USB портов. При его цене это был бы вообще топчик. Вот серьезно вам говорю. Мы сейчас стартанем и максимальную... слушайте, нет, спид-тест. Давайте спид-тест на те же самые сервера. Так, в 2.4, 87, 90, 116, 120, да ладно, 137 мегабит на загрузку. И 180 на выгрузку. Это точно 2.4? Подождите. Что-то я вообще сейчас аж потерялся. Подождите. Да, это 2.4. Это прям вот красивый показатель. Давайте максимально теоретическую скорость проверим. Так, у нас здесь IP-адрес 147. И снизим где-то до 35 потоков. Посмотрим, что он покажет. Да, ребята, 148, 146, 5, 2,4 ГГц здесь вообще какой-то сумасшедший получается. Давайте сейчас на дальней сети сразу его протестим. Очень мне понравилось. Очень, что я могу сказать? Поехали. В один поток он у нас сейчас показывает 137, 150, 106, 103. Все, мы пошли тестировать. И опять мы на дистанции. Сейчас он, по идее, будет пропадать в движении, потому что телефон передо мной, сзади меня одну стену мы миновали. Сейчас подходим ко второй стене. Открываем дверь. Идем дальше. Дальше. 32, 36, так, 35, 28. И мы у дальней посмотрим. Сейчас должно стабилизироваться. 31, 41. Вот оно стабилизировалось. 32 мегабита. Возвращаемся. Мы все это время идем. Видим, как у нас растет сейчас скорость на один поток. Вы знаете, я вам скажу так. Покрытия у этого роутера действительно неплохие. И можно сопоставить даже с какими-то более серьезными брендами, так сказать. Останавливаем тест. Знаете, традиционно в 5 ГГц 6 гигагерцовые Wi-Fi 6 роутеры работают почему-то лучше. Так уж сложилось исторически, не знаю почему. Меня порадовал роутер на самом деле своей дальностью покрытия. Конечно, в 2.4 он показал ошеломительные результаты скорости, в 5 ГГц это средние результаты. Я не скажу, что это топовые, но это хорошие средние результаты. Давайте посмотрим админку. Вы знаете, я столько делал обзоров на роутеры Kinetic, что особо останавливаться на каждой из функций мы не будем. Могу сказать одно, что общий интерфейс ничем не отличается от других интерфейсов роутеров Kinetic. Это Kinetic OS. Здесь есть и возможность управления гостевой сетью, есть у нас в принципе измеритель скорости, есть у нас, смотрите дальше, управление проводными подключениями, где мы можем использовать различные варианты подключения, в том числе автоматический DHCP, ручной и плюс еще использовать PPP PPoE, PPTP, L2TP и тому подобное. В сетях Wi-Fi мы можем посмотреть списки устройств, мы можем управлять самим Wi-Fi, например, давайте 5 ГГц, посмотрим его дополнительные настройки, мы увидим, что у нас есть поддержка AX, у нас нет поддержки 160 МГц, есть поддержка TX Burst, Beamforming, MUM-IMO, OFDMA, есть у нас поддержка
практически всех функций, которые предоставляет Wi-Fi 6. Также здесь мы можем просто-напросто менять конфигурацию разъемов сегмента и VLAN. То есть настолько широкая вещь, широкие настройки у Kinetic, что обо всех их рассказывать мы точно не будем. Но вот хочу остановиться на Mesh Wi-Fi системе. Мы делали уже обзор о том, как работает Mesh Wi-Fi на Kinetic. Ссылку в описании кину вам. Посмотрите. И мы можем его использовать и как главный узел, и, конечно, как дополнительный узел. Поэтому это очень отличная штука. Kinetic характеризуется тем, что у них есть интернет-фильтры, при этом контентный фильтр, есть режимы фильтрации через DNS, есть настройки DNS, есть у нас межсетевые экраны. Конечно же, переадресация, маршрутизация, и есть такая классная штука, как доменное имя, где вы можете создать свое доменное имя и получать удаленный доступ к веб-конфигуратору с помощью вот простого доменного имени, которое есть, поддержка есть, то есть KIN-DNS так называемый. Есть контроль доступа к беспроводной сети. И в самих управлениях есть общие настройки системы, в которых можно изменить набор компонентов, в частности добавить языки и выбрать минимальный либо рекомендованный набор, посмотреть набор компонентов различных приложений, различных поддержек. Ну, вот, например, там Kinetic славятся расширенной поддержкой VPN, и здесь можно прям поднимать и сервера, то есть здесь есть, видите, L2TP, SSTP, PPTP сервер. Кстати, знаете, чем еще знаменитый Kinetic? Это поддержкой бесшовного роуминга в Wi-Fi, в Wi-Fi Mesh, и это очень даже классно. Ребят, больше ничего здесь показывать не буду. Если вам интересны настройки Kinetic, более обзор, то посмотрите мои обзоры на Гигу, на Ультру, я там прям заморочился. Здесь уже просто-напросто нет смысла. Я могу вот сейчас прям прорезюмировать и сказать, что данный роутер можно позиционировать как замену Speedster. То есть Speedster был очень популярной моделью, замену Speedster. Очень удобно то, что есть переключатель вот этой вот режима ретранслятора, вернее режима модема и ретранслятора mesh-сети. Очень удобно тем, что у нас есть вот Kinetic OS, при этом с хорошим покрытием этот роутер. Я действительно могу рекомендовать его для домашнего пользования. Это не бизнес-цели, либо для организации сети. Для чего здесь Wi-Fi 6? Могу вам сказать, что Wi-Fi 6 в данном случае это поддержка для поддержки более новых устройств, для расширения полосы пропускания, вернее, для ускорения ваших устройств с помощью тех же самых технологий OFDMA и тому подобных. И, конечно, меня расстроило, что здесь нет ARM процессоров, есть все-таки до сих пор это MIPS, но я думаю, что этот роутер займет достойное место с учетом его поддержки еще и IPTV и тому подобных вещей. Поэтому, ребят, мы рекомендуем данный роутер для домашнего пользования. У него очень хорошее покрытие, хорошие показатели в 2.4, и он честный гигабитный, и такие выше среднего, 700 мегабит мы в пике получали по Wi-Fi. Это, конечно, не топовые роутеры, которые по гигабит выдают по Wi-Fi, но это действительно тоже неплохие показатели для домашнего пользования. Поэтому ссылки в описании. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.